Всем привет! Учительница в 9 классе вот вчера предложила задачу и завалила фактически весь 9 класс. 9 класс еще не проходил теорему косинусов. Дан треугольник АБС, две его стороны, АБ 6, БС 3, угол весь Б 120 градусов и проведена биссектриса БК в этом треугольнике, и требуется найти длину этой биссектрисы. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, применяя любые теоремы, включая теорему косинусов, если она вам понадобится. А мы попробуем решить эту задачу без теоремы косинуса, без всяких сложных теорем олимпиадного характера, там формулы биссектрисы и так далее. Я напомню, что в треугольнике АБС угол Б 120 градусов, это сторона 6, это 3, БК – это биссектриса, и требуется найти длину этой биссектрисы. Вот есть теорема о биссектрисе треугольника, теорема. Я уже надоел вам с этой теоремой. Биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. Х относится к y как А к b. Но нам понадобится не сама теорема, а ее доказательство. Кто-нибудь помнит доказательства этой теоремы из своего далекого детства? И раньше ученики в Советском Союзе должны были, практически все уметь ее доказывать. Вот продолжим сторону А за вершинку Б и проведем из вершинки С параллельную к этой биссектрисе. И все, доказательство получится. Значит, вот наша прямая параллельно биссектрисе у нас получился равнобедренный треугольник. Вот этот угол равен вот этому, как накрест лежащий, а вот этот уголок равен вот этому, как соответственно при двух параллельных и секущей. Тогда треугольник, это белый, равнобедренный, два угла равны, и тогда вот эта сторона будет B. Ну все, теперь по теореме о пропорциональных отрезках или теореме Фалеса обобщенной x относится к y, как А относится к B. Красота, правильно? Ну вот, собственно говоря, идея этого доказательства. Некоторые спрашивают, как можно додуматься, догадаться до такого решения. Нужно хорошо знать доказательства теорем, там уже все придумали. Там все красивые ходы уже написаны. Продолжим АБ за точку Б и проведем вот отрезок СМ, который будет параллелен отрезку КБ. Я таки запишу, что СМ параллельно КБ. Что получилось? Я повторю те же шаги. Этот угол сколько будет, как накрест лежащий? 60 градусов. Этот угол, как соответственно, 60 градусов. Хотя это уже лишнее, поскольку от развернутого остается вот здесь 60 градусов. Стоп, в треугольнике БМС все три угла по 60 градусов. Он равносторонний. Эта сторона равна этой и равна этой. Я это запишу. Сторона БМ равна стороне МС, равна стороне BC, которая дана, и равна 3. Тогда я запишу, что вот эта тройка, и МС будет тройка. Ну а дальше что? Ну понятно, что АК к АС относится как АБ к БС, 6 к 3, 2 к 1, что делать дальше непонятно. Поэтому я рассмотрю подобие двух треугольников. АБК треугольника и АМС. Я запишу треугольник. Второе действие будет. Это первое действие. Треугольник АБК, треугольник, подобен треугольнику АМС. АМС. Ну почему они подобны? Угол А у них общий, уголок Б и М равны в этих треугольниках по 60 градусов. Из подобия треугольников следует пропорционально соответствующих сторон. Каких? БК относится к МС, как АБ относится к АМ, АБ относится к АМ. Ну, БК это Х, МС равно 3, АБ равно 6, а АМ равно, я запишу так, 3 плюс 6. 3 плюс 6, чтобы красиво было. Посмотрите, как красиво получается. Это 3 умноженное на 6 по свойству пропорции, деленное на 3 плюс 6. Ну, 18 на 9 – это 2. Это и есть ответ на вопрос задачи. Х равен 2. Итак, ключевым нашим моментом здесь оказался какой треугольник? Вот, треугольник БМС.
который оказался равносторонним. Равносторонним. Ну, может, кто-то по-другому найдет и построит решение по-другому. Это будет очень интересно. Я всем благодарен, кто присылает свои решения, кто анализирует другие, чужие решения. Посмотрите, если бы мы взяли сторону BC а сторону AB B, у нас бы получилось, что отрезок X равен, вот согласно вот этому, А умножить на... А почему B? Давайте C возьмем. Напротив вершинки C лежит, правильно? C. У нас было А умножить на С, делить на А плюс С. Получили бы вот такую общую формулу. Ну что ж, всем спасибо, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.